Короче, окей, погнали. Итак, смотрите, ребят. Такой вопрос, Ирина. Какая самая главная ошибка в людях, которая не дает им подняться? Они не могут найти себя. Да, окей. Это все, вот именно это я ожидал, что будут сейчас в формате стеснения, неуверенность в себе, там, я из бедной семьи, вот это все одно. Но есть еще глубже слой, ребята. Есть слой на грани между философией, глубиной жизни, эзотерикой, куда-то вот туда вот в суть. То есть человек, он считает, что то, что приходит в его голову, то, что живет в его голове, то, что там крутится в его голове, что это и есть он. А я вам сейчас вот просто в одну секунду это развею. Если ты вот сконцентрируешься сейчас внутри себя, пойдешь вот в голову и вот такой типа, окей, кто я, где я? Вот я Александр, я здесь. Так вот это вот я здесь, вот это как бы фокусировка внимания, вот это и есть ты. А теперь вот любая другая штука, которая там будет проскакивать, любая мысль о том, что так, а красиво ли я выгляжу, это не ты. Любая какая-то история там, так, а где мой сейчас ребенок находится, все ли у него хорошо, это не ты. Понимаешь? Ошибка людей заключается в том, что они думают, что это они думают об этом. Понимаешь, да? Почему так происходит? Объясняю. Вообще, этот ролик сейчас будет глубиной. Вряд ли вы такого вообще где-то слышали и видели, ребята. Смотрите, вот это то, что я о чем говорю сейчас, вот эти мысли, вот эта вот переживалочка, немножко крутилочка, она называется ум. И если ты, например, скажешь другому человеку вообще, далекому от философии, от эзотерики, просто вот Васе на улице скажешь, ум – это как бы хорошо или плохо? Он скажет, конечно, хорошо. Ум, ты что, безмозглый, без ума? То есть, понимаешь, да, уровень восприятия. А я скажу, что ум – это хорошо тогда, когда ум думает о том, что, а где мои носки? Ум – это хорошо, когда ты идешь на кассе в супермаркете и пересчитываешь вот эти вот 30 копеек и даешь. Вот это хорошо. А что получилось в жизни и как сейчас происходит вообще в жизни у людей? Вот этот вот обслуживающий калькулятор, ум, он выполняет в жизни человека роль принимания решений, ключевых решений в жизни. Да, сейчас, ключевых решений в жизни, да. Он уже бы сказал, какой-то опорой для человека является, да? Это идет полное отождествление, что я и ум – это одно и то же. Страхи ума, даже не то, что страхи, а его просто лагание. Лагание ума – это есть мои страхи. То есть представляете, в какой вы живете неверной парадигме. То есть вы опираетесь на это. Это то же самое, смотрите, вот у меня вот на вилле работает девушка, которая приходит, убирает эту виллу. И получается, что проблемы этой девушки, по вашей логике жизни, проблемы этой девушки равны мои проблемы. Нет, это не мои проблемы, это ее проблемы, это проблемы как бы обслуживающего персонала, понимаешь, да? Так то же самое и здесь. Проблемы ума – это лишь его подоплеки, круговороты. Это не ты. Это очень глубоко. Это я что и говорю, это глубоко. Мы вообще сейчас в этом ролике будем идти так глубоко, что поверхностные люди просто отвалятся. Они, наверное, будут в комментариях только разводить грязь. Но тот, кто в теме, тот сейчас вообще офигеет еще дальше. То есть получается примерно вот такая вот игра, ребята. Смотрите. У этого калькулятора под названием ум, он как просчетная машинка. И его мощности хватает на то, чтобы, я говорю, решать простейшие задания в этой жизни. То есть из разряда вот то, что ты сейчас рукой, там, взглядом видишь, делаешь, это его зона ответственности. Когда вы на вот этот слабенький инструмент, на этот калькулятор навешиваете задачи в жизни, которые он понятия не имеет, как просчитать, он начинает сбоить. Как это проявляется? То есть смотри, ты такой думаешь, что-то чувствую, вот мне нехорошо, вот хочу как-то в жизни изменить что-то. Наверное, надо переехать в другую страну. И ты начинаешь на ум, на этот бедный калькулятор накидывать такие задания, что «А в какую страну, ты считаешь, ум, мне нужно переехать?» И этот бедный ум начинает штудировать эти все сайты, эту информацию, смотреть эти YouTube-ролики, различные отзывы, мнения, все. И типа по твоему вот миропониманию в итоге ум такой должен сказать, ну да, наверное, мне нужно вот это и вот это. При том, что смотри, как бы поступил я и как вообще это решается. То есть я бы вообще этот ум не спрашивал, куда, что, как. Я бы искал вот примерно в этой области ощущение, где у меня, вот, например, такой, вот понимаешь, как магнитом. То есть, например, вот сюда, вот, допустим, вот как я там в Испанию, да, переезжал когда-то, типа, вот как-то мне с детства прям тянуло, да мне и сейчас нравится. И вот как бы вот это все, я хочу, вот, понимаете, вот этой штукой. То есть вот внутри ощущением, расширением, как бы вот с коннектом, не вот здесь.
И вот так вот на все в жизни. А, соответственно, любое, наоборот, ошибочное представление, которое для меня не подходит как для человека, оно у меня внутри вызывает, наоборот, такое как бы схлопывание, понимаешь? То есть, типа такое, ну, как бы желание как закрыться, то есть не нравится мне, как бы что-то вот как раздражение такое легкое, как на секундочку такое, типа, понимаешь, да? То есть, если вот так вот недельку вы буквально вы практикуетесь, то вы начнете вообще, в принципе, хотя бы впервые в жизни понимать, что вам нравится, а что не нравится. Потому что вас, как в детстве, вот родились вы, никто не спрашивал, да, вы были маленькие, типа, рот закрой, все, иди к столу, там это, бери книгу, читай. И вот вся жизнь, просто жизнь среднестатистического человека, это то, что он вообще не выбирал, а то, что с ним случилось. Но мы сейчас не будем уходить в эту степь, давайте, потому что очень глобальный ролик, надо продолжать идти по одной, по прямой. Почему я утверждаю, что доверять руль от своей жизни уму, это крайне бесполезно, глупо, недальновидно и даже опасно. Потому что, как я говорил, у ума это лишь маленький спектр того, что он знает. Ни больше, ни меньше. Вот, то есть вот вижу, знаю, имел какой-то опыт. Вот это вот маленький такой зазорчик. Но когда ты, например, вот с этим маленьким зазорчиком лезешь вперед, когда ты, например, хочешь переехать в какую из стран, то там, когда ты переедешь, понимаешь, ты встретишь по пути новых людей, там будут происходить какие-то события, там будут какие-то дружбы, там будет какие-то любовь, там будет, наоборот, какие-то ссоры, предательства. То есть ты понимаешь, сколько там всего будет, что ключевым образом сыграет в твоей жизни, и что сейчас, здесь и сейчас этот ум понятия не имел об этом. И получается, когда ты даешь ему вот сейчас определяйся, говори куда, ну вот он опирается на то, что может опереться, и заводит тебя в заблуду. И поэтому вся твоя жизнь, в принципе, и есть сплошной блудняк по ошибкам. Ошибкам штрафные круги, ошибки штрафные круги, карма штрафные круги. И вот примерно вот в таком духе ты живешь. А выход из этой ситуации – это слышать, что происходит вот здесь. То есть потому что если у тебя здесь пошло расширение, ты не знаешь, почему тебе нужно, например, в эту Испанию, да? Ты просто едешь, а оказывается, ты там встречаешь другого человека, который сейчас тоже проживает, там, не знаю, где-нибудь в Мексике, и он приезжает тоже в Испанию. Это, оказывается, твой будущий муж, например. Понимаешь, да? И эти вещи ты не мог знать, а интуиция, вот это внутреннее чувство, может знать, потому что оно подключено глубже. Оно подключено к коллективному бессознательному, к этому серверу базы данных, которая руководит всем и вся. К этому серверу базы данных, который держит на нашей планете абсолютный баланс, абсолютное равенство, абсолютно вот каждая просто птичка, чайка, пчелка, все знают, что делать. Потому что есть один единый реестр, коллективное бессознательное. И вот это чувство вот здесь, оно подключено к тому серверу, к интернету, понимаешь, да? А твой ум, он подключен лишь к локальной сети, то есть к тому, что вот происходит в твоей жизни и происходило в твоей жизни. То есть с умом понятно, что делать. Дальше идем. Ты как единица этого социума, ты являешься частью, ты встроен в это общество, в социум, то есть в эту среду. Ты не можешь жить в отдельности. Даже когда человек говорит, да мне наплевать на ваше мнение, это лишь говорит о том, что в какой-то степени ему наплевать. Но он не может просто наплевать, потому что это просто критически, ну это сумасшествие, если тебе наплевать совсем, понимаешь, да? Это опасно, таких закрывают вообще, если тебе наплевать на все. То есть априори тебе не наплевать. Ты живешь в солидарности с этим обществом. То есть каждый человек так или иначе считается с мнением социума. И вот это мнение социума, вот как ты говоришь, да, вот дядя Ваня имел такой опыт, и он тебе что-то там накукарекал в голову. Тетя Маша тоже имеет свое мнение. Все успешные, как говорится, некого нахрен послать. Ну, в кавычках, естественно. То есть, как мыслят у нас вот люди, как мыслят? Мне 50 лет, понимание есть, ошибок набил, и поэтому по логике этого человека надо было делать строго наоборот, и тогда бы было все хорошо. То есть у человека как будто в голове только два варианта, вот, который у него был неправильный, а если бы было наоборот, был бы правильный. А то, что вариантов может быть 30, и все неправильные. Или наоборот. Понимаешь, короче, да, логика вещей? Итого, что мы получаем? Так или иначе, хочешь ты или не хочешь, на протяжении твоей жизни и до сих пор, и прямо сейчас твоя родня, друзья, знакомые, коллеги, они все оказывают бесконечное влияние на тебя. Бесконечное. Вот просто бам-бам-бам-бам. И ты в ответ на ожидания этих людей, как сказать, подожди. То есть взаимодействие вот с этими людьми, ты как по кусочку берешь от каждого что-то. Ты как по кусочку, наоборот, вот таким я точно быть не хочу. То есть, короче, понимаешь, да, ты либо берешь, либо, наоборот, в протест идешь и не берешь,
но по итогу ты состоишь вот из этой мозаики. И вот эта мозаика называется эго. То есть эго – это то, как ты себя воспринимаешь в глазах других людей. Это то, что ты хочешь показать другим людям, чтобы они о тебе думали. Я имею в виду, что мы говорим здесь о том, что это та штука, эго, которая напрямую существует только в содействии с другими людьми. Потому что если бы ты жил бы просто один, без людей, прикинь, на необитаемом острове, сразу нет никакой ни моды, ни комплексов, ничего. То есть вот этих всех вещей, он меня уязвил, вот это вот все. Да нету этого ничего, ни гордыни, ничего нету, когда ты один. Это все вещи рождаются во взаимодействии с другими людьми. И получается, что Наум надеялся, отдал Божье, он тебя увез не туда. Дальше, наоборот, получается, в твоей голове существует вот это эго, как мозаика различных вещей от других людей, которые ты собрал и тоже такой думаешь, что это я. И то, и другое является вообще не тобой и живет в твоей голове. То есть я к тому веду, что в вашей голове живет целая общага, понимаешь? И ты даже этого не осознаешь. То есть ты вот этих различных существ, субличностей воспринимаешь как себя, что типа это я. А на самом деле здесь это ум, который перегрелся, тревожится, подкидывает тревогу. Здесь это эго, которое там уязвилось или взяла кривые файлы у других людей-неудачников. И ты теперь как бы носишь вот эти вот кривые доспехи. Дальше идем. Вот это вот две структуры. Ум, эго. Третья структура, которая живет в твоей голове и которой тоже ты думаешь, что это ты. И эта структура, с которой я веду борьбу всю свою жизнь и от которой я помогаю людям избавиться. Она называется надсмотрщик. То есть надсмотрщик – это вот, смотри, у тебя в течение жизни случались ситуации, когда ты облажался, ну, по-любому, так было у всех. Ситуации, когда ты был не то, что не на коне, а вот под плинтусом. И каждая вот такая ситуация, она оставляет внутри боль, сильную боль, психологическую. Иногда это прям зажим такой, прям, знаешь, как триггер мощный. И получается, вот когда одна такая ситуация, вторая, третья, для тебя это больно. Ты очень не хочешь этого переживать вновь и вновь. То есть ты как бы один раз пережил и думаешь никогда больше. И не высовываешься. И получается, когда ты одну, вторую, третью, четвертую, пятую таких ситуаций насобирал, то по итогу рождается вот эта субличность, которая называется надсмотрщик. Субличность, которая в принципе изначально служит для того, чтобы тебя как будто бы спасти от вот этих всех ситуаций, в которых, чтобы ты не попал опять в такой блудняк. Но дело в том, что ты не можешь в этой жизни вырасти, стать счастливым, достичь чего-то, если не попадая в казусы, в плохие ситуации, не набивая шишки. А получается, этот надсмотрщик, он тебя душит и говорит, куда не надо тебе. Вот ты помнишь, там вот ты в 16 лет, вот там вот подошел на лавочке, тебя высмеяли перед всеми, познакомился, что тебе понравилось, хочешь опять так же, и все. А тебе сейчас 30, и у тебя уже бабок, в принципе, в раз 10 больше, мозгов в раз 10 больше. Другая ситуация совершенно, ты уже можешь подойти, можешь быть респектабельным, можешь все. Но ты слышишь внутри этот голос, вот эту как бы, знаешь, вот ты такой уже типа почти сделал шаг идти знакомиться. Кто остановил это внутри? Ты так, хочешь что-то сказать, и ты и ушел. Понимаешь, да? Вот это, опять же, ты думаешь, что это ты и твои страхи. А это есть запреты надсмотрщика. И надсмотрщик – это третья субличность, которая живет в твоей общаге, в твоей комнате. Она маскируется под тебя, она маскируется, как будто как заботится о тебе, под интуицию твою даже иногда. Типа, поступи лучше так, потому что как бы вот так для тебя же лучше. Но дело в том, что интуиция всегда говорит как раз-таки наоборот на изменения, на какие-то новые горизонты возможностей. А надсмотрщик в противоположную сторону. Не гони туда, не ходи туда. Она наоборот тебя сворачивает. Потому что надсмотрщик рожден как совокупность неудач. То есть не может структура, которая состоит из неудач, приносить тебе в жизни счастье и раскрепощение, какие-то перспективы и так далее. Нет, все, он неудачник и ведет тебя к неудачнику. 3 уже, да, структуры. Также есть 4-я структура. Это такая штука, о которой вообще никто, представляете, не догадывается даже. Я о таком вот лично не слышал. Смотрите, у вас есть функции в теле, которыми вы управляете. Например, вот там, ты захотел повернуть голову, повернул, там, пальцами пошевелил. Это ты управляешь этим. А существует, например, там, сердцебиение, там, выделение желудочного сока и так далее, которые не подконтрольны тебе напрямую. За них отвечает автономная нервная система. Так вот, скажем так, у этой автономной нервной системы есть отдельная субличность, интерфейс, которая отвечает за твое выживание.
То есть этой субличности глубоко похрену на твои достижения, на то, что ты хочешь или не хочешь, на то, что тебе это нравится или не нравится. Ему важно, чтобы ты жил как можно дольше. Все, выживал. И, соответственно, все наши боли физического тела, они рождаются тогда, когда вот этот вот, мне нравится называть его зверь, потому что в нем нету человеческого сознания, это скрипт, понимаешь, как он типа на инстинктах работает, на рычажках, скажем так. Этот скрипт, когда у тебя есть любая боль в теле, это означает то, что вот этот скрипт находится в рычажке типа включенном в аларм, типа в тревоге, в сигнализации, понимаешь? То есть, условно говоря, я сейчас сделаю как Кашпировский вам, просто как Кашпировский, смотрите. То есть, вот, допустим, если у вас есть где-то там боль какая-то в пояснице или еще что-то, либо когда, не дай бог, будет, она будет по-любому. Вспомните мои слова и сделайте это все. Осознайте сейчас глубоко тот факт, что ваша боль является ничем иным, как спазмом, напряжением. Напряжение – это всегда не что иное, как некий внутренний раздрай вот этой вот как раз субличности зверя. То есть это зверь в ответ на какие-то жизненные ситуации, в которых ты боишься за будущее, в которых ты чувствуешь сейчас себя как-то надломленным, ущемленным и так далее. То есть это всегда связано с психологической штукой, которая угрожает выживанию. И в ответ на это зверь боится и напрягается. То есть для того, чтобы избавиться от вот этой боли, тебе достаточно просто выйти на связь с этой субличностью, с этим зверем, и просто ему сказать и объяснить, что я чувствую эту боль, я слышу тебя, я понимаю, я тебе обещаю, что я это исправлю, как только сейчас у меня будет возможность. Но здесь и сейчас мне эта боль не нужна, потому что мне в любом случае придется сейчас, допустим, закончить этот рабочий день. Отпусти мне, пожалуйста, эту боль, а вечером я приду и намажу какой-то мазью. Вечером я приду и схожу на массаж, обещаю. Я обещаю, что я прислушаюсь, я понимаю, что эта боль является прямым следствием того, что ты переживаешь за какое-то жизненное вот это событие. За то, что, допустим, нету денег, за то, что ты не знаешь, как дожить до следующего месяца. Но я беру это на себя, я с этим разберусь. Главное, что я тебя услышал. Я тебя благодарю, что ты достучался до меня таким образом. Теперь ты можешь расслабиться, отключить эту сигнализацию. Дальше я уже буду решать этот вопрос. И вот ты не поверишь, но когда вот так ты сделаешь, то вот эта бессознательная тревога и страх вот этой субличности, она перейдет в сознательную форму, вследствие которой у тебя этот спазм уйдет. Потому что этого спазма, он не нужен, понимаешь? То есть он нужен лишь для того, чтобы достучаться до твоей головы, которая не слышит. На пути вот перед этой болью было 10, 100, 1000 раз, когда ты предавал. Когда ты не хотел делать, но делал. И у этой просто субличности нету выбора. Он просто говорит, ты ведешь свою жизнь не туда. Мы сейчас вообще врезаемся просто вот в какую-то херню полную. Но когда ты реально принял это все и не хочешь так больше жить, ты можешь тогда искренне обратиться вот к этой субличности. А она в твоей голове живет. Она является автономной нервной системой. Она часть тебя. Ты можешь ею управлять тоже. Просто не напрямую, типа, силой мысли, а через обращение вот к этому интерфейсу, к этой субличности. Ты вот говоришь так, как я сейчас все сказал, и вообще ты, в принципе, с ней можешь разговаривать. То есть я говорю, я такого не видел, нигде не слышал, потому что для меня это абсолютная норма. Любую ситуацию. Я тебе говорю, это звучит как мистика, но это факт. Потому что что тут мистического? Это ты, это человек, это твое тело. И, конечно же, твое тело может работать в единстве с душой, с разумом и так далее. А ты всегда можешь понять, что зверя конкретно не устраивает? Да, смотри, если ты закроешь глаза, если ты ляжешь на кровать, уйдешь вот так вот в кровать, все, и вот погружайся туда, и тебе, например, тошнит или болит что-то, ты ему можешь прям задать вопрос, что случилось, почему у меня болит, то есть что я делаю не так, что мне исправить, чтобы это ушло. Иногда он тебе прям вот типа внутренним голосом вот так вот типа, вот ты ешь постоянно вот эту штуку, а я тебе говорю не есть ее, а ты ее постоянно ешь, например, какой-то крем вот этот жирный, я тебе говорю не есть, а мне от него плохо. А ты как бы его ешь, потому что тебе нравится сладкое, как к примеру, вот так может тебе ответить, да? А может такой ничего не ответить, молчит. Что ты подумаешь, у нас шизофрения? Ну-ка, я же говорю, весь ролик, в принципе, ума ему не надо, разговаривать с этим. Ну, все гениальные вещи, они на грани шизофрении, типа, для человека непосвященного. То есть, смотри, дальше идем. Он молчит. Ты тогда начинаешь закидывать. Хорошо, давай, типа, вот поиграем в такую игру. Как тепло-холодно, да? Если, короче, тепло, то ты мне вот эту вот боль, которая у меня сейчас есть, или тошнота, ты ее ослабляй. То есть, чтобы она практически проходила. Если я ошибаюсь, то ты, наоборот, усиливай.
Ну и все. И вот таким вот образом, так можно высчитать любой там какой-то продукт, или что тебя конкретно убивает, или что конкретно там, например, там тот же алкоголь, например, убивает очень сильно, но ты с ним можешь обсудить, какая дозировка, например, более-менее хотя бы типа для него приемлема, а какая прям он негодует и вот вызывает все вот эти побочки и так далее. Попробуйте, ребят, это на самом деле Я очень попробую интересно. сегодня, у меня есть один. Короче, смотрите, дальше идем. Это вот получается итого у нас уже живет ум там, эго, надсмотрщик Зверь. и зверь. Есть еще в этой компании еще такая вот субличность, которую я называю дитя Бога. То есть что это называется? Ты родился вот на этой планете с определенными талантами, дарами. То есть почему ты умеешь петь, этот не умеет петь, этот умеет танцевать, этот не умеет, этот супер крутой в физике, этот вообще ничего не понимает в физике. То есть мы абсолютно разные, мы рожденные с определенными дарами, талантами. И вот точно так же, как мы с этими дарами, талантами рождены, точно так же мы рождены со своими собственными уникальными желаниями, которые вот лично мне хочется. Понимаешь? Вот, например, это не зависит от логики. То есть я всегда с детства хотел на Кубу. Мне всегда вот это Че Гевара, это таинственный, далеко, вот это вот все. Я поехал и кайфанул, несмотря на то, что там, огромное количество проблем. Наверное, одна из беднейших стран мира и куча проблем совсем. Но я кайфанул. А для другого человека, например, будет интересно, условно говоря, там, не знаю, там, в Китай, например, поехать. А мне вообще не нравится ни язык этот, ни культура, не тянет, понимаешь? Вот я о чем говорю. И, условно говоря, вот это дитя Бога внутри тебя, он является уникальным твоим желанием и слепком того, что ты хочешь. Если ты не будешь делать вот эти квесты на пути к реализации вот именно того, что ты хочешь, он начнет расстраиваться. Если он начнет расстраиваться, в твоей жизни будут происходить, вроде все хорошо, живу уже вот все на работе, все вроде зарплата, вот дом купила, а депрессия, а пустота. Потому что этому дитя Бога внутреннему, ему все равно вообще на все, вот понимаешь, каждому из них все равно на все, кроме своей вот узкой сферы. То есть надсмотрщику лишь бы, чтобы ты не высовывался, ум лишь бы, чтобы вот это все просчитать и контролировать. Эго – это лишь бы, чтобы быть как можно более вот таким вот в глазах других людей напыженным. Зверь, он лишь бы, чтобы ты не умер и как можно дольше прожил. А дитя Бога этот, он желает только одного, вот реализации вот этих вот глубинных своих индивидуальных желаний и так далее. И им всем глубоко по боку друг на друга. Они как бы даже не знакомы друг с другом. И все тянут, как лебедь, рак и щука, в свою сторону. А ты даже не понимаешь, что это разные структуры. И ты думаешь, что это вообще ты так гонишь, это у тебя какие-то сбои. Это типа, вот жил, все было хорошо, и тут на депрессия. Так и депрессия не твоя, а депрессия вот этого вот дитя Бога, понимаешь, который хочет эту штуку. Дай ему эту штуку, и он тебя отпустит. То есть это не зависит от того, ты можешь еще больше денег заработать, еще стать больше успешным, еще 3-й дом купить. Но если ты не сделаешь вот этот квестик на пути вот для этого дитя Бога, все, у тебя все сломается сразу же, у тебя будет жизнь в депрессии происходить. И то есть твоя задача, смотри, вот 5 штук, 5, вот как минимум компания из 5 вот этих человек. Если твоя задача, вот чтобы быть успешным, счастливым, как этот ролик и называется, то есть запреты, да, которые не дают тебе подняться. Так вот, если ты хочешь подняться, ты должен мыслить не вот этой категории там, стесняюсь, не стесняюсь, а ты должен мыслить категорией, как бы тебе этот ансамбль сгармонизировать, как бы с каждым из них выстроить отношения. Как бы сделать так, чтобы они начали друг с другом дружить и стали одной командой? А их можно делать. То есть ты сейчас опять реально скажу, сейчас с ума сошел. Их можно собирать вместе, а даже обниматься, понимаешь? Типа, ребята, все, давайте вот теперь не будет каждый вот тянуть в свою сторону. Я теперь каждого люблю, я каждого чту, уважаю. Я обещаю тебе вот не делать это, тебе не делать это, тебе наоборот сделаю вот это, вот это, вот это. Ты их всех собрал, обнял со своей голове виртуально. Ты почувствуешь внутри такое тепло и радость сразу же одновременно. То есть такое прям ликование, что типа как будто друзей старых увидел. Вот таким это образом работает. То есть очень неординарный, да, подход. Такого, наверное, вы, слышите об этом впервые. И это даже может быть звучать вам немножко радикально, и как будто бы он что-то гонит, да. Но, ребята, не гонит, не гонит. То есть, моя жизнь показывает, что вот не гонит. А гоните вы, ребят. Потому что в моей жизни все супер. А в моей жизни было когда-то все плохо, когда я этого всего не делал. А теперь, получается, бац, и вообще другие горизонты, другое внутреннее состояние, другой внешний вид, другие деньги, другие отношения, другая семья. Все другое, понимаешь? Так может надо все-таки как бы прислушаться, да? А знаете, почему вот не получается вам вообще вот пробиться? Вот вы думаете, что мысли в вашей голове – это ваши мысли, а это импульсы из прошлого, пережитой боли, которые теперь в вашей голове вызывают определенные мысли, эмоции.
То есть вы сейчас как бы не принадлежите себе и не выбираете свою жизнь, потому что она происходит из прошлого. Вы пережили какую-то вот эту боль, и все, и она оттуда идет сюда, ваш мозг как анализатор расшифровывает это все, и вы думаете: о, это моя тревога, это моя мысль, это мой страх, это моя неуверенность. А это, по сути, неуверенность вас в 5 лет. Это страх ваш в 7 лет. А теперь вот представьте, когда вам 30 лет, а вы живете настройками 5, 7, 12-летнего. Какой там успех, какой подняться, понимаете, это, как вообще можно выстраивать отношения? Вот ничего в этой жизни, ни медитации, там, ни вот то, что я сказал, это все как бы немножечко позже. А первая, самая базовая вещь, которую вот даже я работаю со звездами селебрити, и мне вот говорят те, кто люди в теме, кто вот реально глубоко, говорят: Александр, вот это нужно сделать каждому сперва, а потом дальше уже делать кому что нравится, кому уже в глубину идти, в философию, в эзотерику и так далее. Потому что вот все, любой инструмент, который ты будешь делать, хоть йога, хоть медитация, хоть что угодно, оно связано с тобой, с твоим телом, а оно в зажимах и в застрявших импульсах. То есть, в частности, например, смотрите, если мы говорим уже вот за сегодняшние занятия, то есть зажимы на животе, да, которые отвечают за наше проявление в социуме, каким образом это вообще все происходит? То есть вот, условно говоря, у вас вот есть живот, вот эта область, вот это. И сюда оседает, на вот этот этаж, оседают все наши вранье себе, какие-то вот именно комплексы, какие-то, что кто-то вот это вот сказал, какие-то установки, именно социальные. И они оседают именно вот на верхний слой, смотри, то есть вот именно на верхний слой между кожей и фасцией. Вы, когда делаете живот, вы делаете следующее. Вы берете вот такие вот куски и говорите: мне ничего не больно, мне ничего не происходит. И еще и берете, то есть хватаете своими вот руками и вот так вот начинаете что-то тут мять. А я говорю, что нужно сделать. Нужно, наоборот, брать малюсенькие штучки и брать от кожи вверх. От кожи вверх, понимаешь? Вот это называется щипок, а это называется выщипывание. И вот если ты сделаешь выщипыванием все вот это, то я хочу посмотреть, что с тобой изменится. И напиши мне в комментариях. Тебе нужно это бомбить через боль, через крики, через внутренние протесты, через все, что угодно. То есть задача как бы вот этот сросшийся слой разорвать его, отодвинуть. Потому что тут вот фасция, понимаете, ребят, здесь фасция поверхностная. Это такая пленка, это прозрачная пленка. И внутри этой прозрачной пленки проходят проводки, то есть нервные окончания нервной системы. И получается, когда из-за того, что ты пережил вот этот стресс, и вот этот пережил травму, унижение, стыд и так далее, тело автоматически рефлексом коверкается. То есть ты пережил какой-то вот этот негатив, плохо, ты напрягся и сжался. Прям в моменте, вот и рефлексом. То есть ты пережил что-то, вот смотри, даже если замахнуться, ты как бы... Оп, а ты маленький. Ты беззащитный. Да, Тебе как просто крикнули, дали подзатыльник, ты уже все, рыдаешь, это все напрягается, понимаешь? И оно хронически, оно просто пережало. И теперь оттуда, вот прямо вот из этих всех областей подает в мозг эти сигналы. Именно из той ситуации, вот из той паники, из той истерики. А ты их читаешь в голове, и они становятся фоновым, как ты как бы так мир воспринимаешь. А на самом деле это просто истерика того малыша, а для тебя сейчас это фоновое восприятие мира. И, кстати, не случайно, когда часто человека что-то ему скажешь, он как начинает реветь просто на ровном месте. Да. Ты даже не понимаешь, что это не просто так. Почему, да? Потому что у тебя оно все сидит в теле. Да. Значит, оно просто еще есть, а не просто потому, что тебе сказали, и ты вдруг почему-то заплакал. Или вспомнил и заплакал. Или вспомнил еще... и заплакал. Что за такие... Или когда вдруг вспомнил, что-то, заплакал. нахлынуло, и ты начинаешь реветь. Это не нахлынуло, оно... Давайте вот так вот договоримся, что если вы когда-то вот имели вот какую-то эту истерику, травму, имели какое-то ужасное вот это воспоминание, если вы его физически не вырывали, оно там. Все, априори. Неважно, вы там могли ходить к психологу, разговаривать, отпускать на сессиях, там, растения учителя. Нет, ребята, оно физически прямо здесь, импульсом, прямо здесь. И вот вы его сейчас можете обнулить. И вот когда вы это обнулите физически, я хочу посмотреть ту скорость, то удивление, тот шок, типа, как это возможно. Вообще, вы выйдете просто на улицу, и вы будете по-другому мир видеть, воспринимать. То есть вы будете, как будто, знаете, вы сидели в тюрьме, вас выпустили. Все, вот вы, во-первых, даже физически развернетесь, все, вот так вот будете просто вот идти. Вот все, интересно жить, хочется жить.
Хочется подойти, познакомиться. Тебе кажется, что ты самый охрененный в мире. И вообще, что ты делал? Почему ты раньше не мог подняться? И пошел. Вот так я тебе говорю, клянусь, ребята. А вы вот это все сидите. Ну, смотрите, давайте так. То есть ролик уже, чтобы не затягивался, мы предостаточно рассказали в этом занятии. Есть вот занятия про горловой зажим у нас есть и про область личности. Сходите туда тоже, посмотрите. Предыдущие ролики на канале. Посмотрите, там я более говорил именно через мои знания, мою концепцию код фасции, про эти знания. Ты сейчас говоришь, мне кажется, боже, это так логично, как можно еще думать, что может быть по-другому. И вот когда-то все так будут думать, и это будет как раз... Да, я люблю такой пример, что сейчас, например, немыслимо, чтобы врач перед операцией, хирург не помыл руки. Это просто немыслимо. А 200 лет назад человека, который впервые сказал, что надо мыть руки, закрыли в психушку, потому что, типа, он говорил про какие-то невидимые микробы. И вот код фасции и те знания, которые я даю, залипшие импульсы и так далее, это примерно вот то же самое. То есть это настолько опережает и настолько дает фантастические результаты, и настолько все объясняет, чинит и меняет вашу жизнь моментально, что именно по этой причине сильно большой эффективности и мощности классические люди, которые любят поговорить на сессиях по 2 года, им как бы тяжело это воспринять в штыки. Типа, а зачем я учился, зачем 5 лет и еще 10 лет курсов каких-то, когда можно вот так вот. Ну, а я виноват, что ли? Ко мне какие претензии? Я, наоборот, открыл для мира то, что опережает. Когда-то были кони, сейчас на машинах. Никто на конях не ездит. Ну что, Генри Форд виноват, что ли? Или, наоборот, он гений, который продвинул мир вперед? Так вот, то же самое, ребят, то же самое. Когда-то психология работала классическая, люди разговаривали. Был дедушка Фрейд, он открыл все это, молодец. Сейчас по-другому. Другое время, другие люди, другие инструменты. Ибо технологии другие. Поэтому это инновация, за этим будущее. И вот моя жизнь, жизнь этого человека и еще жизнь минимум там нескольких тысяч людей. Можете посмотреть тут все в группе, зайти, тут допосты все, видео, текст, все, что вам нужно, идите смотрите. Потому что мы этим занимаемся уже на протяжении последних 7 лет точно. И уже накопилась огромная база всего этого, опыта и база людей. Люди боготворят, люди благодарят. Люди, которые вот на эту дорожку встали, они уже больше никогда не вернутся вот в прошлое, они никогда не пойдут опять к психологу или когда-то. Это вот то же самое, допустим, представляете, у вас вот iPhone, а потом вам говорят, ребята, никаких айфонов, идем обратно в телеграфные будки. И звонить вот это вот, тетя Люся звонит, и ты такой, алло, вот это вот. Да, вот эти вот все фокусы. Ну это невозможно просто так вернуться назад и деградировать. Вот то же самое и тут, когда ты без всяких этих разговоров вырываешь залипшие импульсы, меняется психика моментально, просто лицо меняется, потому что там все это взаимосвязано. Живот и лицо, они на одной фасциальной идут плоскости. А каким мы там говорим потом, мама, папа разговаривать годами, сессиями, ну это просто уже не смешно даже. Уже как-то я считаю, что даже вот в плане этого начинается перебор. То есть уже, знаете, когда-то мы жили лет 30 назад, наоборот, ребенок там никем не считался, наоборот, там били, наоборот, ущемляли. А сейчас, мне кажется, уже как-то в обратную сторону уже настолько противно это все слушать. Это нытье постоянное, да. Взрослые люди сидят, ноют вечно это все. Вы хотите решить проблему и жить, или вы хотите ныть? Обвинять кого-то. Да, обвинять кого-то, маму, папу или кого-то. Вот на этот вопрос себе ответьте. Если вы хотите решение и быстрое, и новую жизнь, вот тогда приходите, и, пожалуйста, мы вам поможем. Есть что-то добавить, Ирина? Я хотела сказать, что вообще сначала всегда все новое принимают самые развитые, самые продвинутые, самые открытые, самые думающие люди. А только потом оно все идет уже все ниже, ниже уже для обычных людей, кто далек от развития. То есть будьте впереди, будьте среди первых, а не среди тех, которых дойдет потом когда... Хоть раз в жизни, да, я бы сказал так, да. Хоть раз в жизни будьте впереди. Тем более, раз вы здесь, значит, вы уже нашли. Значит, оно как-то отвлекается и тянется. И хоть раз в жизни, потому что смотри, хоть раз в жизни вы соцсети профукали. Вы криптовалюту профукали. Вы YouTube профукали. Искусственный интеллект профукали. Любые возможности, которые появлялись, которые можно было запрыгивать и сразу зарабатывать кучу денег, меняться, вы все профукали. Себя хоть не профукаете. Так вот я про то же говорю. Потому что вы профукаете в худшем варианте, не дай бог. Вы профукаете себя, и через 15 лет, когда это станет мейнстримом, вы придете, но вам уже будет 55, понимаешь? И что ты будешь делать? И жизнь уже как бы, вот тот момент, когда нужно было брать, делать, менять, оно уйдет. Этот поезд уйдет, и ты будешь уже просто доживать более-менее в благости. Вместо того, чтобы изменить свою жизнь, своих близких и так далее, и так далее. Короче, ребят, я считаю, что ролик получился очень насыщенный, интересный. Я его так и задумывал. Напишите, как бы вам откликается вот это немножечко, когда
я раскрываю это через такую немножечко, может быть, знаете, в современном мире это называется эзотерическое, хотя это не эзотерическое, а абсолютно нормальные вещи, абсолютно здравые вещи. То есть философия вот такая эзотерика, или все-таки мы будем по классическому просто вот прям, да. И потому что я могу объяснять и так, и так, и так. Это все об одном, потому что человек об одном. Через все грани это можно доносить и говорить. Но мне кажется, что как минимум для общего развития периодически это нужно делать, чтобы вы не зацикливались в одну точку, а воспринимали вот ничего себе, вы теперь понимаете, что вы не одни, а у вас тут целая общага. Это же как супер полезно. Попробуйте, кстати, не забывайте, все, что я сказал, это не шутки, это реальный факт. Сделайте и напишите в комментариях, типа, ого, ничего себе, пообщался со зверем, ушла боль. Ого, ничего себе там, а я думала, что типа нормально вот уму доверять свою жизнь. Вот, ну, наверняка какие-то вещи в данном ролике вас прям зацепили и прям, конечно. И вообще каждый раз, когда какая-то мысль приходит, дурацкая тем более, да. ты сразу начинаешь понимать, так это не я. Так это не я, это вот кто мне рассказал, иди сюда. Вот просто хотя бы начни воспринимать жизнь вот так, и это изменит. Это изменит жизнь. Вот. Еще у меня есть телеграм-канал «Свободного человека». Я там видеоролики практически там через день разбираю различные. Ну, реально интересный канал, реально живой. Каждый день я там практически что-то выкладываю. И то, что никогда нету там ни в Ютубе, нигде. Поэтому если вам вообще откликается то, что мы делаем, это априори вам нужно туда. Там все бесплатно, там все интересно. Все, увидимся на следующем ролике. Пока. Класс, Александрчик.